Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 16 по 22 октября. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и вот эти образы карт мы как будто вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов как и событий, так и нашего восприятия. Может быть, какое-то планируемое ваше действие вы сможете просчитать на пару шагов вперед. Я так надеюсь, по крайней мере. И у нас сегодня колода карт Таро Истока, новая колода, достаточно холодная колода. 14 октября у нас солнечное затмение в знаке зодиака Весы. И через 2 недели еще и лунное затмение. Вот этот коридор, он очень короткий, 2 недели. Так вот, Весы – это солнечное затмение, а лунное у нас будет в Тельце. Управитель как и Тельца, так и Весов, Венера, поэтому где-то ось отношения, финансы могут выйти в эту неделю на первый план, что-то вы будете решать. Например, как я зарабатываю деньги, или мой источник дохода, или отношения с коллегами в социуме, или личная жизнь. Кому более интересно, я оставлю ссылку в описании под видео для перехода к видео, которое называется «Коридор затмений». Есть у меня такое. Там и плейлист будет, можете посмотреть, как себя по асценденту или по луне, ну или просто по солнечному знаку зодиака, если вам это интересно. Но мы идем дальше. И первая карта – важное событие, или что будет в принципе для вас важно, по мнению карт. В течение недели неожиданное событие, вторая карта, или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Что скрыто? Давайте такую карту достанем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергетику посмотрим. Достанем карту на финансы, денежную энергию. Что у нас в личной жизни? Давайте спросим карты. На неделе. И подытожим наш расклад. Карта совета. Ну ладно. 2, значит, так тому и быть. Что важно знать? Ух ты, 15-й аркан. Знаете, мы здесь как будто во власти своих можем быть иллюзий, предубеждений или желаний. Конечно, могут и привычки какие-то со знаком минус тоже проходить, но эмоции нам будут как будто мешать. Выровнять какую-то ситуацию в плане нашего эмоционального отношения либо к конкретному человеку, либо к конкретному делу. Тут, с одной стороны, не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, но и не крушить как будто импульсом что-то, видимо, захочется. Тут ведь эмоции нам будут просто-напросто по 15-му аркану мешать. Поэтому вот где-то на коротком поводке их придется держать, мои дорогие водолеи. Хотя, вы знаете, вы можете столкнуться, иногда же эта карта говорит, что мы ведь разные все-таки, да, для кого-то может проиграться человек, у которого вот эти самые привычки и эмоции тоже есть, и вы с ними столкнетесь, и как будто что-то нужно решать, что-то с этим делать. Вот тут 15-й аркан может проиграться по-разному. Самое главное – оставаться хладнокровным. С одной стороны, 15-й аркан нам помогает решить вопросы по получению денег. Или для кого-то вопросы страсти, любви, почему нет, тоже может проиграться. И отчасти ведь это со знаком плюс. Это серьезная сторона нашей человеческой жизни. Но аркан говорит, если мы делаем чего-то чересчур, чем-то чересчур увлекаемся, мы теряем связь с реальностью. И вот ее как раз нельзя терять, потому что 15-й аркан – великий шутник. Когда он чувствует, что мы к нему на удочку попались, он начинает какую-то свою, ему только одному, понятную игру. Неожиданности.
Ну вот дай бог, чтобы вопросы любви, вопросы страсти у кого-то проигрались, десятка чаш. Посмотрите, у нас как будто лестница уходит в небо, ангел. Мы парим на крыльях счастья, удовольствия. Для кого-то из вас, правда, какая-то проблема или какой-то вопрос, как по 15-му аркану, стоял, может быть, долгое время на повестке дня и вас уже изводить начал. А вот здесь как-то раз и решится. И, может быть, сам по себе. Смотря чего это касается. Это не проиграется на 100%, но для кого-то, может быть, одного-двух. Вот какая-то история у вас как будто более определенная будет. С чем-то вы как будто кто-то из вас может проститься, а кто-то наоборот встретится. Тут вот немножко по-разному, да, но как будто в неожиданностях у нас счастье, радость. И значит, будут для этого как и способы, как и возможности или обстоятельства будут складываться для вас таким образом. Чему сейчас не время? Вообще это полный баланс. Императрица. Вообще нет ничего, чему бы сейчас не было времени. Единственное, я бы сказала, с тратами будьте аккуратны, потому что императрица – это карта власти, когда у нас все как будто подвластно. Тут единственный момент – не думать, что мы все контролируем, у вас 15-й аркан. Где-то, знаете, с одной стороны, у вас очень сильная позиция на неделе, это правда, несомненно. Но с другой-то стороны, вот это ощущение собственной где-то силы, власти, возможностей или какой-то вопрос удачно решается, он так немножко может нас одеть на нас розовые очки. И в каком-то другом моменте мы можем просчитаться, понимаете? И эти моменты, это где-то и могут быть как и отношения, так и финансы. Несмотря на сильную позицию. Мы можем потратить деньги или купить то, что нам не надо, буквально. Или отношения. Кому-то что-то пообещать, что да, мы вот обязательно там будем, или мы поможем. Ну вот не забегайте как будто вперед. Вам нужно просто сохранять, очень важно, на этой неделе все то, что у вас есть, и то, что вы достигли. Свой собственный баланс, гомеостаз, мои дорогие, важно сохранять. А что же помогает? Где-то нам помогает и для тех, кто в паре, и для тех, кто человек семейный, помогают наши как раз любимые близкие люди, которые к нам относятся искренне, которые нас любят, вот воспринимают такими, какие мы есть. Семья помогает. Равновесие, кстати, баланс, мудрость помогает, интуиция. Ведь король чаш как раз он умеет управлять эмоциями. Для него вот эти две сферы жизни, о которых я говорила, как по весам, так и по тельцу, или по Венере, точнее, финансы и отношения. Вот он умеет там, где нужно, или вопросы финансов, исключить эти эмоции, чтобы они ему не мешали, но там, где вопросы любви, их добавить наоборот. Вот, видимо, в зависимости от ситуации вам нужно действовать, вам это в целом помогает. Повторюсь, очень сильная позиция. И слушайте, несомненно, интуицию. Что скрыто? Правда, очень сильная позиция, второй раз повторяюсь, понимаете? Но карта-то ведь о чем нам говорит? О том, что как раз-таки вот этого самого льва в любой колоде карт это прообраз нашего эго. Мы должны держать, опять же, на коротком поводке. Какой-то импульс нам может помешать. Посмотрите, уже 3 старших аркана вам выпало, и ведь они где-то вот эту мысль повторяют. Значит, мы не должны себе навредить, понимаете? Несмотря на то, что у вас сейчас как будто вам пространство дает какие-то возможности для того, чтобы вы ими рационально воспользовались и исключили эмоции. Эмоции как будто только для любви, мои дорогие, и десятка чаш. Вообще такая интересная неделя. Буду благодарна, если вы мне потом, после уже по прошествии недели, напишите, что же, как вообще, хоть в 2 словах. Но тут как бы и ресурсы есть, и приятные эмоции есть. Ну, понятно, есть и эмоции, которые могут зашкаливать. Мы люди все-таки, да, уравновесить что-то придется. Но самое главное, и радость, и возможности. Прекрасно. Давайте по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. А вот быть гибче надо. Да.
где-то свою теорию, точку зрения не продавливать, быть легким на подъем, балансировать нам надо. И тогда для нас, и вот или это где-то как по весам, дуальность или умение к компромиссу, какой-то диалоговой форме, переходить, да, договариваться с людьми, пробовать себя в новом деле, не ставить перед собой табу, что вот должно быть так, а никак не иначе. Или, по моему мнению, вот должно быть вот именно в каком-то таком порядке, а по-другому порядок я не принимаю. Здесь нет, мы здесь все принимаем, мы здесь все рассматриваем, потому что что-то в вашей жизни меняется, понимаете? И мы еще наперед не можем сказать, что нам будет полезно. Поэтому важно ни от чего не отказываться. И да любой вопрос вы можете уладить практически. И если, ну так, причешете свои эмоции. Повторяюсь в который раз, ну, карты такие. И вот на деньги по тройке мечей, вы знаете, что нам помогает, я бы сразу сказала, какая-то прошлая история, какой-то прошлый пережитый опыт, когда мы стали, ну знаете, как прозрели. Посмотрите, нам сердце показано стеклянное, нас уже не ранит. Мы уже видим сквозь это стекло. Для нас уже какая-то ситуация прозрачная. Нас уже нечем удивлять. Как будто плохое нас уже не удивляет. Увы. Но оно и делает нас сильнее. Значит, какую-то прежнюю ошибку мы не должны повторить. И это у вас выпадает на финансы, поэтому будьте внимательны. Но предупрежден, вооружен. И самое главное, нам могут опять же помочь, помешать только эмоции. А здесь как раз помогает холодность суждений, рационализм. И больше ничего. Видимо, в решении вопросов финансов вот так где-то надо и действовать. Личная жизнь. Туз мечей, выход из лабиринта. Значит, что-то вы можете тут решить. У кого-то проиграется не про любовь нам уже тут все сказали, и про баланс. Личная жизнь может совпадать еще и с вашими честолюбивыми планами, амбициями. И здесь как раз, если, как я сказала, выход из лабиринта, какая-то прежняя патовая ситуация для вас, она может завершиться. Вы как будто будете знать точно не просто ориентир, а четкое направление. Причем до мелочей. Вот как-то детально что-то сможете просчитать и в чем-то не ошибиться. Вот где-то это будет пересекаться, может быть, по предложениям, как по работе у кого-то в личной жизни, смотря какова ваша история. Ведь здесь столько старших арканов, и понятно, что тут будет у каждого по-своему. С учетом и денег же обратно нам говорят, да, карты, холодность суждений. Вот, наверное, во всех вопросах, которые касаются способов заработка, финансов, вот здесь больше рационализма и, знаете, холодные мысли, какого-то холодного расчета. Ну, ни одной эмоции, посмотрите, две карты какие. А вот там, где как раз любви, то там хорошо будет касаться, когда мы себе этих эмоций можем добавить. Давайте карты совет. Две у нас их выпало. Шестерка жезлов. Ну, смотрите, вот все то, что я сейчас говорила. Шестерка жезлов – это карта победителя. И нам здесь, кстати, показан как будто прыгун, который в высоту прыгает, да, и вот он на мат опустился. Нам о чем говорят? Сохранять нам приходится набранную высоту, буквально нашу победу, нашу силу. Человек, он доволен, что он что-то преодолел, он победитель. Но нам говорят о том, что какая-то пауза неизбежно будет следовать же за шестеркой. Для чего? Мы должны, опять же, что-то не прошляпить. Мы не должны думать, что высоту взяли, можно расслабиться. Нет, нам говорят, нам надо удерживать заданные позиции или взятые позиции. И дальше у нас выпадает карта нулевого аркана, и она нам говорит, посмотрите, словно человек совершает, опять же, прыжок, но если здесь высоту, а здесь он как будто пытается с одной скалы прыгнуть на другую, своего рода квантовый скачок. С одной стороны, у вас есть такая возможность, с другой стороны, риска не должно быть. Что-то мы должны просчитать, ну просто до мелочей. Мы не имеем права на ошибку, и мы не имеем права оступиться. И пусть нас где-то будет, знаете, как эмоции подталкивать в спину. А посмотрите, какая холодная карта.
Знаете почему? Мы только сами себя на этой неделе можем страховать. Да, нас выслушают, поймут наши близкие, но все остальное, посмотрите, у вас сейчас ресурсная позиция. И если нам говорят, чему сейчас не время, императрица, не рисковать всем достигнутым, статусом не рисковать, деньгами не рисковать, семьей не рисковать, ну у кого чем, отношениями сложившимися, если они со знаком плюс. Может быть, собственным здоровьем не рисковать, ведь у каждого своя тут ситуация будет. И поэтому не должно быть какой-то бесшабашности, понимаете? Есть возможность нового качества жизни, вообще кардинально другого достигнуть. Словно быть режиссером как своей жизни, и так и новую историю написать. Но, опять же, это должно быть все просчитано. И еще раз повторяюсь, не рисковать все-таки собой, потому что у вас же еще 15-й аркан. Ресурсная неделя, интересная неделя. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.